Ребят, всем привет, Арфишин. Начну с очередной Scout 3 без автопилота, но вот с таким крутым эхолотом Amazon KLSV. То есть это версия корабельная, специально для установки в корабль. Сейчас попробуем подойти, я вам покажу, как это все там устроено. Что за версия. Обзор в группе ВКонтакте, у нас уже полноценный ролик, там минут на 15 есть, по новому данному эхолоту. Вот так вот установлен датчик, видите, качественный алюминиевый, приличный объемом. Вот сейчас мы покажем внутри, значит, что у нас, как это все установлено. То есть там датчик, все это видно. То есть это стационарная версия эхолота Amazon 77 Pro KLVS. Вот, отличный эхолот, зашел очень круто на рынок в ценовом диапазоне. Ничего нету рядом, плюс-минус 10 тысяч, ну нету ничего подобного, чтобы плотный удар распознавал. И он был стационарный для корабля и 15 сканирований в секунду. Вот, то есть это вы не упустите никакую детальку. Так, здесь у нас установлен картридж силикогелевой самой крышки, потому что места тесновато, то есть установить негде. То есть датчик установлен у нас непосредственно блок Amazon, работает от 6,6 вольт до 15,6. Ну, по факту 2,4S. Вот, здесь все стационарно, все установлено. Вот. То есть сейчас нам надо дело проверить. Еще огромный плюс этого эхолота, что к нему можно также привязать шарик и пользоваться, либо кидать с удочки эхолот, либо пользоваться кораблем. То есть экран один, а устройство может быть у вас два. Это очень круто. Здесь у нас заявлена дальность 300 метров, но на данном автопилоте у нас нету автопилота, то есть дистанцию померить не сможем. Но я загонял 200-250, на глаз примерно работает. Вот, поэтому в будущем, конечно, обязательно будет тест именно полноценный на дальность. Вот. Это все впереди. Сейчас пока что у нас первый корабль уже сразу же выкупили, как только выставили. В течение нескольких дней он был в наличии, поэтому ушел очень быстро. Вот. И успели сделать на него как раз таки обзор. Сейчас тенечка я уйду, ребят, чтобы солнца не было. Все, здесь я пришел место специально, в отличие от всего того места. Здесь есть большая глубина. И можно зайти как бы нормально посмотреть, и эхолот будет нормально работать. Он уже, в принципе, видите, отбивает. Да, есть сигнал обратный, отражается, заливает фоном. Вот пошло отражение нормально, бровка большая. Все, видите? Теперь у нас картинка отличная. Кушерей особо толком нет. Ил есть немного, мелкий кушерь. Но кушерь он вот он. То есть там вот такой на дне кушерик. И его видно синим цветом. Вот он поделяется. Вот. И здесь больше глубина, больше 2 метров. Самое то, как говорится. Видим, твердое дно проходит. Пошло вот сейчас, видите, более желтый цвет. Это более твердое дно. Отображение мелкой рыбы, средней, крупной рыбы. То есть это тоже на все в наличии есть. Вот 2,5 метра, вообще шикарная картинка. А вот видите, какое пошло? Более мягкое дно, то есть ил и куширь. То есть картинку показывает шикарно. Даем полный ход, проверяем корректность работы на полном ходу. Ну, в принципе, данные не изменились, и все прекрасно также работает. То есть эхолот за свой ценовой диапазон просто офигенный. Приобрести такой эхолот можно на сайте amazon.su напрямую, да, если вы хотите сами его установить. Ценник там порядка 20 тысяч рублей. Вот, но у нас установка, конечно, будет на порядок дороже, потому что будет установка, соответственно, плюс к цене. Вот, но это отдельно уже можете у нас узнавать. А так, без проблем вы можете его купить сами, установить сами. Кнопка в комплекте. Ну, вообще полный обзор у нас в группе ВК есть. То есть там вы сможете без проблем. Это у нас Scout тестовая версия, версия с тестовым аккумулятором, но он у нас сделан на 8 вольт, то есть сделан на 8 вольт 18 ампер аккумулятор, то есть на максимальный запас хода. Вот сейчас аккумулятор севший, 7,3 вольта, это меньше половины, вот, поэтому скорость не сильно густая, но тем не менее идет тоже шутренько, бодренько. Попробуем сейчас заплыть подальше, посмотрим, какая картинка там будет. Но, как и обычно, Amazon 77 четко распознает плотный знак, как видим, наличие рыбы. Сейчас, ребята, ровный ход сразу настрою, как раз, чтобы клиенту потом не гонять отдельно. Так, ребят, ну давайте сейчас попробуем зайти, ближе там к тому берегу, скажем так. Вот я выставил круиз-контроль, тут 2 деления. Вот, и на этой скорости попробуем заплыть подальше, так посмотрим, связь потеряется, нет. Метров до 200 здесь будет, не больше. Дальше вправо не могу идти под берегом, потому что там огромный куширь, как раз вот где лебеди сейчас. Вон там огромный куширь, поэтому я попробую здесь, насколько по эхолоту смогу зайти по датчику. Увидим, как пойдет куширь, мы тогда развернемся, чтобы не застрять. А то как бы застреваем, да, выходил, но это потеря времени на съемках, это вообще не интересно, не нужно.
Видим, есть куширик попадается, достаточно неплохой. Дно идет сейчас средней плотности, примерно красненькое, больше, чем желтое. И видим слой сверху, какой куширя идет. Ну, либо куширь, либо ил. Дело в том, что куширь и ил, они мягкие. И рассеивание луча, ну, этого сигнала идет и там, и там. Ну, и опять же, в зависимости от плотности ила, в зависимости от плотности. Вот здесь более плотное дно пошло, видите? Вот, а может быть и ил, и куширь как бы рассматривается, потому что плотность есть и там разная. Плюс всегда, кстати, мы, если дальности будет мало, можем модернизировать его и увеличить большую антенну поставить на 5 децибел, и связь еще увеличится. То есть ну, в работе еще как бы вариантов будет много по модификации данного эхолота. Это не крутая модификация антенны, но и реально тоже увеличит дополнительный запас. Ну, посмотрим, сколько она на штатной пойдет в ближайших тестах. Больше 200 в любом случае должен будет идти, поэтому посмотрим, как это все будет работать у нас. Видим, сильно мягкое пошло дно, более толстая, точнее, величина дна. Кстати, важный момент, вот хочу показать. То есть есть рельеф у нас вот он плотный и сверху мягкий. То есть видно прям. То есть это вот кромка идет куширя большого. Либо ила. То есть это уже, ну, именно по распознать куширь мягкий, либо это ил мягкий. Это только уже наличием, ну, прыгнуть с лодки, либо чем-то зачерпнуть. Но видно, как идет. Есть жесткое дно, и сверху достаточно, сколько сейчас примерно по этим? Сантиметров 30 получается. 40 у нас этот слой получается мягкий, более мягкий. Но не идеально мягкий. А вот пошли кушири, которые до датчика проскакивают уже. Там, если подъехать с той стороны, там прям видно, как куширь огромный, и он прям торчит. Я сейчас чуть вправо ухожу, чтобы обойти его. Потому что начинаем, видимо, подходить, раз появляется. Кстати, обратите внимание, слева внизу батарейка, получается, показывается эхолота и напряжение корабля 6,9 вольт. Ехали, ну, далековато. Как далеко? Метров 150 там. Визуально, как по опыту. Здесь дно немножко меняется, видите? Глубина. А вот плотность мягкого дна сейчас немножко меняется. Видите, изменилась. Более желтая стало твердое дно, и более мягкое дна стало меньше толщина мягкого грунта. Опять же, видите, это уже по факту, это только надо нырять и распознать. Потому что мягким бывает и куширь, и мягкий бывает ил. Но здесь само дно снова более толстое теперь. И мягкого всего немножко нет. Так, начинает в кушири заходить, вижу. Все, вот он там. Буду возвращаться. Вот, потому что плотный куширь пошел, прямо аж до датчика, видите? Там реально мы плавали, что-то миник проверяли на горячий ключ, на минвод был. Там он остановился, вытаскивали. Ну, как вытаскивали, вперед-назад, раскачка, я вышел, в общем. Все, делаем возврат. Вот опять, видите, плотность, ну, дна стала более мягкая, и именно слой мягкого дна стал больше здесь, прям видно по картинке. Желтого стало меньше, и он стал ниже. Вот, то есть, ну, эхолот реально дает картинку очень-очень подробно. Лаки 718, вообще Лаки ни одной модификации, ну, рядом не стоит, он близко такой информации. Вот, сейчас вообще шикарная картинка. Смотрите, ребят, есть твердое дно и высокий слой мягкого дна. Вот, и судя по тому, что есть прослойки красные между синим, то это больше на куширь похоже. Ветки куширя получается. Прям четкое пробивание, то есть там рассеяние происходит. То есть в чем изюминка? То есть он как 520 в принципе дает картинку. При этом он мобильный, дешевле, что весьма его как бы, ну, поднимает уровень профессионального использования. Видите, теперь толщина мягкого дна сокращается и более превосходит толстое дно, твердое дно. Ну и как вижу, есть неровности, то это больше сходится все-таки к куширю. А вот смотрите, дно практически сейчас чистое становится. Немножко мягкого только дна из синего. Вот, пожалуйста. То есть насколько здесь водоем интересный, насколько здесь разная картинка видна. Эхолотом Amazin 777 Pro LVS. Ну, там что скажу так, что шарик, что вот это социальная картинка вся у них одинаковая, просто версии разные установки. Вот, смотрите, здесь вообще дно очень твердое.
и небольшой слой ила, скорее всего. Хотя вот как есть вот наросты, это больше на кушерик, так конечно, мелкий. А вот это большой прям кушерик конкретно, видите? То есть вот что дает картинку подобный холод. Лаки вам такую картинку никогда в жизни не даст. В принципе, вот в его ценовом диапазоне, ну, Таслон, он уже там за 40, в районе 40 тысяч, то есть небо и земля. То есть сейчас, в принципе, это лидирующий холод будет за свою цену и качество картинки. Подходим, опять же, видели, да, какое было плотное мягкое дно, сейчас стало очень плотное. Вот, кстати, небольшое наличие рыбы даже есть. То есть, ну, картинка просто офигенная. Сейчас будем подходить, давайте прямо вот на наш куши зайдем на мелкую глубину. Насколько он отработает. Вообще меньше метра, само собой, не рассчитан, но тем не менее. Пошло резкое сокращение, бровка. Кушеря здесь уже будет много. Попробуем пока. Не, ну здесь он кушерь уже нормально не распознает, потому что отражение сигнала идет, мощный сигнал. Видите, заливает сверху до низу, белого пространства нет. Это сигнал уже отраженный, получается, при мелкой глубине, получается. Такой эффект. Все, давайте сейчас проверим, чтобы он сухой был. Вот, то есть, ну, блин, и холодом доволен, с учетом, что у него такая цена, и он дает такую картинку информационную, то ну, это такой, я же говорю, достаточно крутой выбор сейчас будет. Крутой конкурент Лаки, точнее даже не конкурент, он просто его уничтожил. Даже версия Amazon 88, как раз таки, которая не распознает плотность дна, за свою цену с дальностью в 300-400 метров, без передела как таковых, и по умолчанию 200-250 он работает вообще с обычными антеннами в штате на воде в поплавке, то Лаки вообще уже просто-напросто бессмысленно брать. Да и они уже по 10 лет им от роду этим разработкам, они просто уже морально устарели, их уже нет смысла просто-напросто покупать. И благодаря линейке эхолотов Amazon просто есть теперь альтернатива, потому что раньше особо это и не было. Смотрим, что внутри там у нас. Сухо. Сухо. Все, ребят, всем слева, всем пока.